Всем привет! Сегодня мне хочется показать вам, как можно легко сплести вот такой вот браслетик. Его можно сплести вместе с детьми или просто так для себя, если вам такие нравятся. Я плела его из вощенного шнура 1 миллиметр. И этот браслет у нас вот такой вот застежкой, которую можно регулировать. Да? Этот вощеный шнур я купила в магазине «Искусница» в Петербурге. И полагаю, что в любом магазине для рукоделия, таким как Леонардо, либо еще где-то в вашем городе, будет такой же шнур. У меня это был набор из вот таких вот разноцветных шнурочков по 1 метру. Они вот так вот все фиксировались. Это я уже все посмотреть хотела и сочетать цвета. Вот, и поэтому отсюда можно выбрать 2 цвета, из которых мы сделаем браслет. Вот как бы основной это плетение и другая нить это, на которой мы будем выполнять наше плетение. Также я еще подумала, что можно как-то украсить бусинами. И у меня вот оставались бусины различные. Я думаю, возможно, вот эти подойдут, потому что бисер совсем уж тонкий. Но посмотрим. Возможно, мне и не захочется, но захочется вам. В общем, давайте начнем. И берем, получается, 1 метр вощеного шнура одного цвета или 2 цветов. Да? То есть 1 метр одна и 1 метр вторая. Вот я выбрала 2 цвета. Вот этот цвет у меня будет как бы внутренний, на который я буду плести. Я складываю отрезок метровый пополам. И сейчас мне понадобится скотч любой. Мы чуть-чуть отступим. Вот, наверное, смотрите, сантиметров 8. И я прицеплю наш скотч таким вот образом. Далее берем цвет, который мы будем плести, складываем точно так же напополам. И сейчас у нас с вами начнется плетение квадратного узла, либо квадратной цепочки. Если вы с ним знакомы, то это очень здорово. Если нет, то вот внимательно смотрим, как оно осуществляется. Я складываю под нить, да, под нашу внутреннюю нить. Вот здесь вот должна быть у нас середина. Сейчас я делаю вот такую вот дугу поверх нашей внутренней нити. Так, дуга. Другой стороной я поверх дуги создаю вот такой вот крестик и через низ в дугу продеваю. То есть вот так вот должно получиться. Так, сейчас мы делали дугу с вами слева, и нам нужно повторить все справа. Делая дугу справа, вот здесь вот получается нить кладем, видите, все поверх. И через низ, через 2 нити внизу в дугу мы вытаскиваем и затягиваем. Получается у нас вот такой вот язычок, и тут перемычка. Сейчас нам нужно чередовать вот эти перемычки, чтобы они были слева, справа, слева, справа. Смотрим, получается, что нить, которую мы кладем поверх, она создает нам эту перемычку. Поэтому у нас здесь перемычка слева, нам нужно справа. Соответственно, нить поверх должна лежать справа, дуга поэтому будет слева. И через низ затягиваем. Теперь дуга у нас справа, а нить поверх слева, потому что нам нужно чередовать. Так, дуга слева, нить поверх справа. Теперь дуга справа, нить поверх слева. И так далее мы плетем.
Если говорить по поводу бусин, то вот, посмотрите, я сейчас вставила 2 бусинки по бокам, и я могу также продолжить плести, но здесь вот у меня будет свободно. Если у вас бусины имеют ширину такую, что пройдут вот эти вот 2 отрезка, то, естественно, можно в центр надеть бусину, и у вас будет как бы такое плетение бусина и вот такая квадратная цепочка бусины и квадратная цепочка. Главное, как бы равномерно все делать. Также я хочу оставить вам подсказку здесь. Вот здесь будет она. И под видео оставлю ссылку. Я плела браслеты для ноги. И я делала бусину только с одной стороны. Выглядело это очень тоже круто. Посмотрите обязательно. Вот, но на этот браслет мне почему-то не хочется дополнять бусинами, потому что мне кажется, вот так вот он полноценен. И все. Только, возможно, в начало, в центр, вот здесь вот я бы вставила бусинку и плела бы в разные стороны, чтобы сильно не перегружать. А так я просто продолжаю плести, а вы, если хотите, дополняете бусинами, либо следующий браслет какой-либо дополняете уже тоже, да, бусинами. Вот я дошла до конца своей нити. Я сейчас сделаю узелок и прижгу концы зажигалкой либо спичками, чтобы он не распускался. Вот эти вот кончики. Сейчас смотрите, вот я прижгла и забыла, что это не синтетика, а хлопок, и что ему это не особо поможет, но все же. Так, я думаю, будет гораздо лучше, и он не распустится. Сейчас смотрите, какой фокус. Мы можем вот так вот потянуть за наши узелки, и наш браслет, он станет значительно как бы длиннее за счет того, что мы растянули наши узелки. И все, что нам остается, это сейчас сделать застежку. Соответственно, мы делать ее будем из вот этого цвета, который был у нас внутренний. То есть примеряем на руку. Ну и понимаем, что застежка она будет как бы такой регулируемой. То есть сколько мы отрежем сейчас вот с этой стороны, я вот здесь где-то и отрежу. То есть как мы вначале оставляли 8 сантиметров, можно и с этой стороны также оставить 8 сантиметров. И из вот этого вот остаточка сейчас мы сделаем с вами застежку, которая делается точно таким же квадратным узелком, который потом регулируется как раз таки. Вот я сложила вот этот вот остаточек. Не знаю, сколько тут сантиметров. 20 есть. Я складываю и так, и делаю сначала узелок, как мы с вами и в начале делали нашего плетения. То есть вот узелок. Есть. Так. И опять начинаем. Дуга слева и через низ, через все 4 нити уже теперь сюда. Теперь дуга справа и через низ опять нить тоже выводим. Теперь дуга здесь. В конце точно так же сделаем узелок, и я точно так же прижгу. Надеюсь, что это спасет меня от распускания. Ну, на самом деле я плела браслеты из очень мелкой крученой веревки вот для ноги. И там у меня они распустились, они до сих пор, они у меня висят с зелеными бусинами, если вы посмотрели.
или посмотрите видео потом, вообще очень прикольные. И правда не распускаются, даже просто на узелке. И там я их не прижигала, потому что я понимаю, что хлопок прижигать. Вот, смотрите, у меня получилась такая вот застеженька. Она поменьше, да, если мы возьмем, естественно, побольше, будет побольше. Я делаю опять узелочек, подрежу. Так, и сейчас вот здесь вот на концах мы тоже должны сделать с вами узелки, но самые обычные, чтобы как бы это был стоп для нашей застежки, чтобы она не уходила дальше, да? То есть вот смотрите, я делаю самый простой узелок. Вот здесь могу тоже подрезать. И с этой стороны. И вот получается, что у нас с вами вот такая вот регулируемая застежка, весьма плотная. Мы ее отодвинули, надели и затянули. Так, в эту сторону тянем и в эту сторону тянем. Вот. И получается такой вот обычный браслетик. Но можно придать ему некоторую смысловую нагрузку, либо сделать в подарок для друзей, например, либо сделать со своим ребенком, используя какой-либо другой шнур, возможно, толще, больше. И это будет прикольный аксессуар, такой памятный. Я такие вещи, конечно же, люблю. Сочетать цвета, например, тоже, да. Ну, прям здорово. Напоминает фенечки из лагеря. Надеюсь, что вам было понятно, что я объяснила доступно. Если где-то что-то не так, то пишите, оставляйте комментарии. Вы можете использовать, естественно, длиннее, да, веревки, другой материал. Ничего страшного в этом нет. Вот, главное понимать, что тут мы используем обычный квадратный узелок, который вот в макраме нашем тоже везде используется. Тут как бы цепочка идет. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о моих новых видео, потому что они выходят довольно часто. Ну все, до встречи в новом видео. Всем макраме. Пока-пока.